Привет! Вы на канале Лилия DIY Art Stories, и меня зовут Лилия. Несмотря на то, что эта композиция в розовых оттенках, ее можно отнести к осеннему декору. Необычные розовые подсолнухи и бархатная тыковка. Как все это сделать, смотрите в этом видео. В основе композиции будет вот такая фигурная декоративная рамочка. Это подхват для штор, который покупала в магазине Fix Price. Сначала я хотела рамку перекрасить, но потом решила, что такой коричнево-медный цвет хорошо впишется в цветовую палитру всей композиции. Для того, чтобы расширить площадь крепления элементов на композиции, мне нужно подклеить кусочек картона. Вырезала квадрат размером 17 на 17 сантиметров. И на нем намечаю контуры таким образом, чтобы в готовом виде края картона не выглядывали из-за цветов и веточек. На обратную сторону рамки приклеиваю картон и оставляю на некоторое время сохнуть под зажимами. Когда клей высох, на лицевую сторону наклеиваю небольшой кусочек сизали, чтобы он покрыл всю поверхность картона. Сизаль нужна для того, чтобы было удобно и надежно крепить цветы и веточки. Дополнительно сизаль я обмотала несколькими витками обычных ниток. И теперь покажу, как делать вот такую тыковку. Из ворсовой ткани вырезала круг диаметром 18 сантиметров. Край стягиваю на прочную нитку. Заполняю вот таким утеплителем. Его еще называют синтепух. Зашиваю отверстие и делю шарик на 6 сегментов, протягивая через середину нитки. Здесь у меня остался короткий конец нитки, поэтому пришлось снять иглу и просто завязать концы на узелки. Тыковка получилась диаметром 8 сантиметров. Из белого шнура делаю ножку тыквы. Сворачиваю концы в одну сторону, и шнурок начинает переплетаться между собой. Получившийся шнурочек приклеиваю на тыкву с помощью термоклея. Бисером бордового и золотистого цветов я украшу верхушку тыквы. Бисер пришиваю, чередуя бордовые и золотистые цвета.
В итоге получилась вот такая тыковка. Для своей работы я выбрала вот такие хлопковые коробочки. Эти искусственные веточки шиповника в прошлом году покупала в Fix Price. Моя получившаяся тыковка. А эти цветы делала в предыдущем своем ролике, и они из фоамирана. Ссылку на это видео найдете в описании под роликом. Эти ягодки и маленькие розовые цветочки также делала сама. И опять же ссылки на них будут в описании. Эта искусственная зелень была разобрана из одной ветки, которую когда-то покупала в магазине. Все собираю на термоклей. В конце веточек при возможности завожу в волокна сизали. Если вы заметили, что я где-то не приклеила веточку или цветок, то поверьте, я это сделала, приклеила каждый элемент. Просто это не всегда входит в кадр. Вот такая композиция на декоративной рамочке у меня получилась. У кого как, а у меня осень не только золотая, но и розовая. Если понравилось, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это поможет мне в продвижении и этого ролика, и развитии канала. Спасибо за внимание и, как всегда, жду вас на своем канале.